Всем доброе утро от Евы. Привет, моя хорошая. Сегодня на ночью тихо спала, никого не будила. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Сейчас мы собираемся идти на новую почту за посылкой, которую мне девочка отправила. Вот, я немножко так привела себя в порядок. Накрасилась, у меня такой прыщ на лбу выскочил. Я даже не знаю от чего, честное слово. Могу сказать одно: нужно есть меньше сладкого. Ты моя потягушка, иди сюда. Иди, я тебе дам колбаски. А я вам сейчас расскажу, как меня жестко обманули. Оказывается, обманывали на протяжении долгого времени. Кушай, кушай. Тяны. Зашли выпить кофе. Есть такая кофейня. Ой. На улице очень тепло уже, плюс 16 градусов. И я вон обула кеды свои в прошлом году заказывала в Бонприксе. Они еще живы, поэтому я их так довольно часто носила. Они тканевые. Такие стаканчики интересные, которые можно разрисовывать. Можно с собой маркеры брать, если детки есть, и разрисовывать потом. После меня тоже открыли почту, что очень удобно. Можно будет заказывать. Я хочу нитки заказать. Синие, плюшевые, связать пледик малышу. Чем-то занять себя. И еще мне порекомендовали, чтобы отвлечься, посадить огурцы. Это, кстати, очень хорошая идея. Вот, наверное, попробую. Это будет прикольно, если завяжутся цветочки, а потом уже огурчики будем кушать домашние. Это будет круто. Мы, кстати, проходим дом, вот этот вот. Вот в этом доме. Смотри, они металлом обшили полностью. Видишь что-то? Короче, это мы тут хотели снять квартиру. Однокомнатная, вся в двухкомнатная. Двух разве? Да. Вся в коврах была, вся такая, ну вообще, короче. Вот, и когда я спросила, можно ли снять ковры со стен, на меня так посмотрели, сказали: ты что, странно. После той квартиры, после этой, точнее, мы пошли в нашу уже, посмотрели, тоже стояла, плакала, но в итоге решили привести ее в порядок. Вот, и, конечно, хорошо, что мы ее выбрали. Собрали кокон, спасибо огромное. Домой приду, раскрою. Ку-ку. Ку-ку. Хотел Юра постричься, очереди большие. Все забито. Забито очень. Не получится. Купила батон, редиски захотелось очень сильно. И сейчас вермишельку вчера делала, подогрею. Будем обедать. Так, мы уже дома, покажу вам пузико. Смотрите, какое пузико большое. Уже такое прям... Со спины не видно. Я только поворачиваюсь, и все видно. Такое огромное. Фух. Полосочка, кстати, очень явно видно. Этот топ, кстати, я покупала летом. Он у меня сейчас маленький. Я сама, видите, так, ну, немножко гормонально стала шире, больше. Но ничего, я очень надеюсь, что летом, понятное дело, будет вес потихоньку уходить, чтобы мне легче было. Вот. А штаны, которые я покупала, это в LC Waikiki. Ой, еще, ну, когда животик был совсем маленький. И, вы знаете, очень даже, ну, неплохие вот эти вот с резинкой специальной. В принципе, доношу их до конца своего срока. Потом, может, немножко еще после. Вот. И очень рада, они, в принципе, одни такие. У меня есть джинс, которые на меня налазят. Хорошо, что я все-таки решилась купить, потому что для беременных я ничего не хотела покупать, так как у меня оверсайз такие вещи в основном в шкафу. Девочки, хотела еще очень сильно поблагодарить вас за донаты. Отчитываюсь, что все дошло. Огромный привет передаем от нашей семьи Ане и Татьяне. Крепко-крепко вас обнимаем. Огромное вам спасибо. Сейчас раскрою вот такой вот кокон. Огромное спасибо Наталье, которая отправила мне его. Он очень красивый. Там такая расцветка красивая. Наталья, огромное вам спасибо. Вы посмотрите, какой классный кокон. Такие мишки красивые. Здесь поролончик. Здесь такие бортики. То есть может с нами спать на кровати. В принципе, ну как бы места хватает достаточно. Вот. Огромное спасибо. Очень нужная вещь. И еще вот такие штаники. Как они называются? Я забыла. Я потом уже все выучу, девчонки. Вы не ругайтесь, но я пока еще теряюсь в этих названиях. Какие-то такие для песочники или как они называются. Шапочки. Посмотрите, какая красота. И еще
погремушки. Я забыла, что они нужны детям. У меня ни одной погремушки не было. Огромное спасибо. Я только услышала звук, поняла, блин, точно, что это надо погремушки. И подушечка. Крепко-крепко обнимаем. Огромное спасибо. У меня реально с головы вылетело. Вот несмотря на то, что у меня крестница Мия есть, но она уже в таком возрасте погремушками не играется. Вот мне реально вылетело с головы, что вот это вот нужно. Вот такие тоже штучки. Они как и грызунки. Спасибо огромное. Класс. Она еще трещит. Сколько всего вообще придумано для детей. Ой, кстати, девочки мне писали по поводу магазина Ярославль, по-моему, так называется. Я сегодня зашла, нашла один магазин. Но там такой скудный выбор был. И постельное белье я смотрела. Только одно постельное белье было. И одежки именно производства Ярославль не было. Вот, к сожалению, как-то нужно искать побольше магазин, наверное. Там, говорят, цены хорошие, очень адекватные. И вообще, у меня еще сайт есть. Я хочу, так как у нас почту открыли, я уже буду осенью, ближе к осени, заказывать на вырост, потому что у меня сейчас до осени на малыша, в принципе, я думаю, достаточно вещей. Вот то, что я вам показывала, бодики, разные распашонки есть. На кнопочках, без кнопочек есть. Ну, мне хватит, я думаю, ну, не мне, а ребеночку. Думаю, до осени хватит с головой, а там уже будем покупать что-то уже побольше по размерам. Вот. Я думаю, можно уже, в принципе, летом начать заказывать по размеру больше 72 или какого размера. Тоже особо сейчас не разбираюсь. То, что на сайте гляну, закажу, вот и все. Там, ну, как бы не учу наизусть, но вы поняли, я думаю. Вот такие дела. Поэтому все уже вроде бы укомплектовано, и сумки в роддом я собрала. Еще хорошо, что я успела заказать это все до войны. Мне как раз вот-вот пакеты приехали со всем этими салфетками, ну совсем. Аптечка собрана тоже для малыша. И за коляской мы скоро поедем. Как раз, скорее всего, поедем в Мамалюк. Вот. Он уже открытый. Есть еще один склад на Черниговской. Какой там ассортимент, хороший или плохой, что можно выбрать, пока без понятия. У нас еще есть склад на Троещине, БУ колясок. Девочки, если вы в курсе, какой там ассортимент и вообще стоит ли туда ехать, напишите, пожалуйста, мне. Девчонки, хочу поделиться с вами, что я придумала. Кто швея, тот поймет. Я сейчас мониторю детское постельное белье. Так, чтобы понимали, в инстаграм-магазинах детское постельное белье, ну, цена от 700 гривен, но расцветка не очень. И от 1000 более-менее современная расцветочка. Так вот, машинка у меня есть. Шить я умею. Что я решила? Я решила заказать ткань, и у меня получится, мне самое главное, простыня и пододеяльник. Если брать простыню и пододеяльник, то 2 комплекта у меня получится на 500 гривен примерно. Вот. Я нашла ткань классную, по расцветке вообще такая супер-пупер новомодняя, качество хорошее. 83 гривны погонный метр. Погонный метр 1,60 м. Кроватка получается 1,20 м на 60. Вот. А для наволочки я закажу уже отдельную ткань, чисто однотонную, универсальную, чтобы подходила под все комплекты, которые у меня есть. Можно просто белую, например, использовать, да, или там серую. Вот, хочу показать вам, какие расцветки мне понравились. Сайт, я с ним, я не знаю, что это вообще, какая доставка, знаю только, что они находятся в Киеве. Раньше ничего там не заказывала. Вот, я думаю, вам видно вот такие расцветки. Слушайте, ну очень такие современные, классные. Мне, например, очень нравятся эти вот бегемотики, только они с розовым. Не знаю, может не обращать на это внимание, розовый шарик. Ну, прям очень классно. И вот 83 гривны погонный метр. На одно постельное белье мы так с мамой подсчитали. Это, наверное, мне нужно заказать 3 метра погонных. Но это куда дешевле, чем покупать постельное белье уже готовое. И отдельно однотонную ткань на наволочке.
Так как подушечки небольшие, в принципе, да, одна подушка небольшая для сна будет. Но это потом уже я. Но сейчас, понятное дело, что сейчас ребенка вообще без подушки кладут. Вот еще маленький принц. Вот такой в облаках. Тоже классный. Так что я решила сделать самостоятельно. Все равно. А еще мне вот эти вот ежики с оленями, зверюшками нравятся очень. Классная. Решила сделать самостоятельно, потому что все равно заняться нужно чем-то, отвлечь себя. Это раз. Во-вторых, шить я умею. Пледик я свяжу плюшевый. Нитки вот тоже есть, можно заказать без проблем. Тем более почту возле меня открыли. Справимся. Ну, если так посчитать уже, то, например, здесь 140 гривен стоит фланелька, если пеленки фланелевые, да, нужны. Метр погонный это 160, получается намного дешевле. Можно разделить и сделать 2 пеленки, да, большие. Потому что одна пеленка стоит, ну, в принципе, одна пеленка по цене целого погонного метра на сайте. Ткань вот так вот отдельно покупать. Еще можно Контакт Текстиль съездить, но он далеко от меня, к сожалению. Кто скажет про оверлок? Девочки, ну согласитесь, это ну не прям так уж прям важно. Можно, знаете, вот ткань свернуть вот так вот и сделать строчку. Ничего рассатываться не будет. Я думаю, слово с этим словом вы знакомы, словом рассатываться. Вот. Поэтому это не столь важно. И вот эти вот, если сложить, да, в несколько раз, прошить шовчиком, сделать, то вот эти края, они все равно будут внутри пододеяльника. Вот. Или же под матрасом, потому что, ну, простыня, она заворачивается. Так что здесь ничего страшного не вижу. На крайний случай у мамы есть машинка с зигзагом, а у меня просто ровная строчка. Даже с ровной строчкой можно справиться. Это куда лучше, ну, если брать, да, экономию. Вот, и экономить довольно большую крупную сумму, потому что, ну, 1000 гривен платить за постельное белье. До войны я могла бы, конечно, без проблем, но сейчас не те времена. Так что вот так вот. Тем более расцветки реально очень красивые. Я, если честно, даже и готовое постельное белье с такими расцветками не могу найти. Напишите, что вы думаете. Я продолжаю пить йогурт. Кстати, мне кум йогуртов привез. Огромное спасибо тоже. Я только недавно начала замечать в сельпо йогурты, вот именно такие питьевые, начали появляться. Были только импортные, вот в баночках один йогурт 60 гривен, так вот 50 гривен, какие-то вообще супер-пупер. Вот, поэтому вот такие питьевые только начали завозить, и уже сейчас в магазинах все так, в принципе, как было и до, что очень-очень радует. Вот, напишите, что вы думаете по этому поводу, кто шил белье. Тоже, почему вы шили, можете написать. Где вы ткани, кстати, заказывали. Тоже будет полезно мне почитать. Вот, и на этом я влог заканчиваю. Продолжаю мониторить. Всем пока.